Всем привет, меня зовут Дина Беленко, я снимаю вещи с историей. Это значит, что я пытаюсь снимать такие натюрморты, где есть, если не полноценный сюжет, то хотя бы что-то интересное, какая-то изюминка, что-то необычное. И сегодня мы будем снимать как раз такой натюрморт. А именно, мы будем снимать натюрморт с левитацией и с движением в кадре. Самый простой распространенный способ создать левитацию – это собрать композицию, выбрать предметы, которые должны левитировать, и сфотографировать каждый из них отдельно, придерживая иглой, пинцетой, проволокой, чем угодно. Плюс этого способа в том, что он очень простой, потому что нужно всего лишь собрать несколько простых кадров в фотошопе с помощью масок, но у него есть очень серьезный минус. Если вы хотите, чтобы ваши предметы взаимодействовали или хотя бы немножко перекрывали друг друга, вам придется дорисовывать все тени и рефлексы в фотошопе вручную. И не все это могут сделать. Например, я не могу. Поэтому для тех, кто не умеет дорисовывать такие вещи в фотошопе самостоятельно, существует другой способ. Этот способ заключается в том, что каждый из левитирующих предметов должен быть неподвижно закреплен в кадре. Благодаря этому в кадр можно привнести движение. Например, если вы снимаете печенье, можно посыпать его сахарной пудрой. Если вы снимаете чипсы, можно посыпать их специями, можно разбрызгать соус, можно разбрызгать горячий шоколад. Мы сегодня будем снимать цветы, у нас будут капли воды. Можно просто выбрать какой-нибудь один очень удачный кадр и заретушировать все поддержки. Что нам понадобится для такого кадра? Во-первых, проволока. Это может быть проволока для бисера. Она хороша, если вы подвешиваете каждый предмет по отдельности. Она будет лучше, чем леска, потому что если вы подвешиваете предметы на леску, они крутятся в кадре, и их приходится закреплять не только вверху, но еще и внизу. С проволокой это проще. Это проволока с эффектом памяти. Ее нужно очень жестко закрепить как в верхней части, так и в нижней, потому что если она сорвется, она сделает вот так и разрушит вашу композицию. Это флористическая проволока. Мы будем использовать именно ее. Потому что она достаточно тонкая, она хорошо держит форму, ее можно закрутить в спираль. И она не рискует упасть и сломать нам все. Также нам понадобится средство закрепления нашей спиралевидной конструкции в воздухе. Я использую вот такую штуку. Очень удобно. Если у вас такой нет, вы можете использовать совершенно любой стержень, который можно закрепить над сценой. Это может быть рука для отражателя, это может быть просто линейка, положенная на 2 стопки книг. Еще одно. Поскольку наша конструкция жестко закреплена, мы можем добавить в кадр немного экшена. В нашем случае мы будем поливать композицию водой. У меня есть вот такая клевая штука, которая создает очень красивые капли. То есть это просто пластиковая бутылка с дырочками в донышке. Вот детали нашего натюрморта. Разнообразные стеклянные бутылочки, баночки, листья, собранные в ближайшем парке. Все, как бы, Это мой папа собрал из реек, который нашел на балконе. Оно самодельное, покрашенное кое-как. Откуда? Папоротники из цветочного магазина остались с одной коммерческой съемки, я их засушила, и теперь они у меня везде. Бутылочки. Бутылочки какие-то подаренные, какие-то купленные в магазинах для рукоделия. Какие-то, на самом деле, баночки для специй, просто нужно оторвать с них уродскую пластиковую крышку. Цветы из цветочного магазина рядом с домом. Я делаю композицию. Можно вот тут посмотреть, как я ее делаю. Очень-очень простую композицию. Главное здесь оставить место вверху для нашей спирали с лепестками и листиками и для всплесков, для капель.
сделать верхние витки чуть больше, чем нижние. На эту петельку сверху будет все крепиться, все будет держаться вот так. Для того, чтобы получить красивый размытый фон, важно учитывать не только глубину резкости, то есть величину вашей диафрагмы, но и расстояние от объектива до предметов на заднем плане. То есть иногда нужно не открыть диафрагму пошире, а просто передвинуть предметы дальше к фону. Ну, как, например, вот здесь. Тут довольно большое расстояние, но объектив его очень сильно сжимает, и кажется, что они ближе, чем на самом деле. Но зато они очень красиво размываются. Другая важная вещь – это источник света. Поскольку мы фотографируем капли, нам нужен будет источник света, пригодный для съемки всплесков. В моем случае это две вот такие вспышки. В качестве рисующего света установлена вспышка в маленьком стрипбоксе. Она поставлена на маленькую мощность, примерно 1/16 от общей мощности. Я думаю, что контровой свет хорошо работает в таких натюрмортах, где есть какие-то прозрачные бутылочки с водой, потому что он красиво бьет на просвет, получаются красивые пузырьки, и, в общем, все выглядит замечательно. Вспышки управляются при помощи вот таких синхронизаторов. У меня они самые простые, китайские. Получается синхронизатор на фотоаппарате, по синхронизатору на вспышке, и четвертый из набора, который у меня остался, я использую в качестве пульта управления. Это кадр с естественным светом. Это установленный рисующий свет. Вот видно, да, что он контровой, более или менее. Это с заполняющим светом. Видно, что лепестки стали посветлее, контраст стал чуть поменьше. Настройки камеры вы видите здесь. Почему мы сейчас снимаем с импульсным светом? Потому что он дает очень короткий импульс, можно заморозить движение в кадре. Это значит, что капли, которые попали в зону резкости, будут по-настоящему резкими, они будут звенящими, они будут заморожены в движении. Если вы снимаете с естественным светом, такого эффекта добиться довольно сложно. Вы можете попробовать поставить выдержку очень-очень короткую, максимально короткую, которая позволяет ваш фотоаппарат, от 1/4000 и ниже. И вам, скорее всего, придется очень широко открыть диафрагму и поднять ISO, чтобы скомпенсировать недостаток освещения. Еще контровой свет нужен для того, чтобы в кадре получить красивые блики от воды, которые мы будем разбрызгивать над натюрмортом. И если они выпадут из зоны нашего фокуса, они превратятся в полигональные или круглые раздутые блики. Будет очень красиво. Важно, поскольку мы работаем с водой, нужно позаботиться о том, чтобы она не попала ни на какое электрическое оборудование. Ну вот мы тут попытались добавить немножко салфеток. Если бы у нас тут стояла рядом какая-нибудь вспышка, мы бы ее укрыли полиэтиленом. Но тут вроде бы ничего такого не лежит, не снимать здесь. Брызгать вне плоскости фокуса, например, вот здесь, блики размываются, они расфокусируются и превращаются в очень красивые полигональные или круглые штуки.
Будьте готовы к маленькому апокалипсису на вашем столе. Это же не страшно. Вот так можно снимать натюрморт, где есть одновременно и левитация, и динамика. Это был первый урок, который мы записали. У меня будет еще много таких туториалов, поэтому подписывайтесь на меня в Инстаграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке, на всех-всех каналах, которые есть. Здесь видно ссылки. И увидимся с вами снова.